Всем большой привет! Сегодня мы будем говорить о еде в Литве, поэтому сразу предупреждаю, видео будет очень вкусное и вызывать аппетит. Поэтому советую вам заранее запастись чем-нибудь вкусненьким и приятного просмотра. Литва – это одна из тех стран, где просто нереально вкусно. Хочется попробовать буквально все, но времени у нас на все, к сожалению, не хватило. Поэтому сегодня я перечислю несколько вариантов и давайте уже приступим. Признаю честно, одно из моих любимых блюд – это всякого рода блинчики, включая сырники. Да, я их тоже считаю за блинчики. Безумно вкусно, нежно, просто невообразимо. Я была в полнейшем восторге. И безумно вкусные, с апельсиновым вареньем, сметанкой, ягодками, вообще топчик. Ставлю этому блюду смелую 10. Я думаю, что тут честно все заслужено. Следующее блюдо, которое я обязательно должна была попробовать в Литве, это цепелины. В моем случае это цепелины были с мясом, хотя есть всякие разные вариации, но мне кажется, это такой классический вариант. Ну, что сказать, блюдо достаточно жирное и сытное, одной штучки более чем достаточно. Очень вкусно. В любом случае, если будете в Литве, я рекомендую попробовать это блюдо. Это может быть не на каждый день, но это очень интересно. И этому блюду я бы поставила 7 баллов. Следующее блюдо – это десерт тингинис, что переводится как ленивый. В прошлом видео про Литву я сказала, что не знаю, как это называется. Я не нашла название, как оно в меню называется, просто ткнула пальцем, можно сказать. И многие комментаторы мне написали, просветили, что есть куча разных рецептов. На самом деле, мне это блюдо уже знакомо по Латвии. У нас это называется черная брюнетка, а чисто по-домашнему мы это называем шоколадная колбаса. Это очень простой рецепт, и его очень просто приготовить. Основными его ингредиентами являются печенье, масло и какао. Данному десерту я ставлю оценку 8 из 10. Нельзя просто так приехать в Литву и не попробовать кибинай. Это блюдо, которое пришло в Литву вместе с караимами и хорошо так обосновалось здесь. Кибинай представляет собой пирожок с различным наполнением. Один кибинай у меня с мясом, с говядиной, а другой кибинай у меня... С чем у меня кибинай другой? А другой кибинай у меня с грибами. Так как мой кибинай был уже холодный, когда я его пробовала, думаю, что он полностью не раскрыл свой вкус. Наверное, вкуснее есть, когда они разогретые. Ну, как бы что поделать. Будем есть холодные. Но с грибочками мне прям нравится. Моя оценка 6 из 10. Следующее, может быть, не совсем про Литву, но я не могу это не упомянуть. Мы зашли в одно кафе, которое посвящено всему сырному. Кстати говоря, кибинаи наши были тоже оттуда. Там продаются сырные пирожные, сырные конфеты и даже сырное мороженое. Само по вкусу мороженое достаточно нейтральное. Сыр особо сильно не ощущается. Но, может быть, если целое съесть, то это ощутится. Мне показалось это интересным, и я решила попробовать всего понемножку. По вкусу больше карамельное, наверное, чем сырное, но очень интересный вкус. И также здесь подают кофе с кусочком сыра, который я уже съела до того, как включила камеру. Но кто знал, что будет так вкусно? Об этом нужно рассказать. Оказывается, сыр можно добавлять практически куда угодно. Ставлю общую оценку на все сразу 7 из 10. И последнее блюдо, но не по значимости, это грибной суп прямо в хлебе. Вообще все, что находится в хлебе, это прям для меня всегда безумно вкусно. Но грибной суп пошел прям на ура. Здесь буквально все идет впрок. И суп съедается, и тарелка после него. За этим бы супчиком я бы точно сюда вернулась. Моя оценка определенно 10 из 10. На самом деле я еще очень много всего не успела попробовать в Литве, поэтому мне, наверное, когда-нибудь придется туда вернуться и снять вторую часть видео про еду, потому что литовская кухня этого определенно стоит. Ставьте ваши лайки, пишите комментарии, какое блюдо в Литве нравится вам. А я прощаюсь с вами до следующего видео. Пока-пока!
М? Ты что не говоришь? Я видео снимаю. А потом ты берешь и выливаешь.